Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анна, и сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот шапочку бини с плавной макушечкой, с отворотом, который, вы можете регулировать на нужную вам высоту, делать выше, больше, меньше, как вам больше нравится вязать. Мы с вами будем на размер обхвата головы 52-54. Но, поняв принцип создания этого изделия, вы легко сможете перерасчитать на необходимый вам размер 50, 52, 56, то есть никаких вопросов, я думаю, у вас возникнуть не должно. Конкретно вот это изделие, которое вы сейчас видите на видео, связано из пряжи Drops Merino Big. Это 100% меринос. Изделие, которое мы с вами будем сейчас вязать на видео, будет связано из Drops Nepal Mix. Мне захотелось, чтобы у шапочки была такая легкая пушистость. И вот как раз в пряже Drops Nepal за счет состава у нее 65% шерсти и 35% альпаки. И вот за счет альпаки, у нее такая есть пушок такой небольшой, который после ВТО так красиво смотрится. Она такая настоящая зимняя будет шапка. Что нам с вами необходимо? Пряжа 2,5 мотка, неважно, вы будете вязать из Drops Nepal Mix или из Drops Big Merino, 2,5 моточка на размер 52-54. Маркеры, счетчик рядов по необходимости, кому-то со счетчиком удобнее, кто-то считает, запоминает в уме. Спицы у меня 3,5, круговые, 40-сантиметровые, ножницы, иголочка с широким ушком, какая вам больше нравится, пластиковая, металлическая, как вам удобно. И еще для создания вот этого как раз наборного ряда нашего красивого края нам нужна будет с вами контрастная нить, схожая по метражу, по толщине. У меня вот моточек беленький остался, вам нужно прям совсем немного, желательно попасть в толщину, чтобы она подходила под нить, которым вы будете вязать основное полотно. Но это не столь значительно, желательно, конечно, попасть. В общем, я вроде все рассказала. Давайте приступать. Итак, наше изделие на размер 52-54 вяжется резиночкой 1 на 1, и эта резинка состоит из 112 петель. Но так как мы с вами делаем вот такой вот наборный край, наборный ряд фабричный, мы не набираем с вами 112 петель изначально, а на контрастной ниточкой набираем количество петель в 2 раза меньше, то есть 56. На наши основные спицы, которыми мы будем вязать с вами шапку, набираем 56 петель. Самым простым, обычным, классическим способом. Тут ничего нового нету. Все как обычно, просто 56 петель. Единственный момент, не затягивайте их слишком плотно, чтобы они у вас так ходили, растягивались. Мы их потом обрежем, то есть нам это абсолютно не нужно для самого изделия, но нам эти 56 петель необходимо замкнуть в круг. И если они будут связаны слишком плотно, они у вас просто не замкнутся, то есть количество петель не хватит для закрытия, замыкания в круг. Так просто обычным способом набираем 56 петель. Далее мы замыкаем наше вязание в круг без каких-либо дополнительных петель. Мы не набираем 57 петлю, не набрасываем ее, мы никаких манипуляций не делаем. Мы просто вешаем с вами маркер начала ряда и начинаем вязать лицевые петли. Просто немножко потуже здесь подтягиваем и провязываем с вами один ряд просто лицевых петелек. То есть никаких мы не вяжем ни резинку, ничего, просто лицевой ряд, один до маркера. Всего 56 лицевых петель нам надо связать. Тогда мы с вами заканчиваем вязать наш первый лицевой ряд. Провязано 56 лицевых петель.
Нить мы с вами можем отрезать. Вот здесь, да, для удобства эти две ниточки просто с вами свяжем, чтобы они нам особо не мешались, да. Итак, у нас с вами набрано 56 петель, провязан первый лицевой ряд, и теперь мы с вами берем основную пряжу и провязываем также с вами лицевые ряды. Нам необходимо с вами провязать 4 лицевых ряда, то есть 4 ряда лицевыми петлями. Перебрасываем маркер и, да, просто присоединяем нашу нить основного цвета. И продолжаем вязать по кругу лицевыми петлями 4 ряда. У нас с вами провязан один ряд лицевой контрастной нитью белой и 4 ряда нашей основной нитью. 4 ряда, да, лицевой глади. Что мы делаем с вами теперь? Теперь нам необходимо с вами поднять дополнительных 56 петель, чтобы на спицах у нас было 112 петель, из которых мы с вами и будем вязать резинку 1 на 1. Как мы будем это делать? Мы с вами пересняли маркер начала ряда. Первую петлю мы провязываем лицевой, подтягиваем, чтобы у нас не было никаких дырочек. И далее мы разворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. И если вы присмотритесь, вы увидите, что на белой, да, контрастной нитке у нас видны синие протяжки. Вот они идут. Они идут по всей длине полотна. Нам необходимо с вами найти первую протяжку. Если вы посмотрите, вот она ниточка, да, которая у нас отрезанная начало вязания, и сразу же за ней идет синяя протяжка. Эту протяжку необходимо поднять правой спицей. Вы ее прям вытаскиваете, да, из полотна и надеваете на левую спицу. Вот таким образом. И из вот этой протяжки, которую мы с вами надели на левую спицу, мы будем вывязывать изнаночную петлю. Если ваша протяжка надета таким образом, что правая стеночка у вас сзади, то провязываем мы за эту заднюю стенку изнаночную петлю. Если же вы надели, да, протяжку таким образом, у вас правая стеночка спереди, то вы провязываете также за правую стеночку, просто она стоит ближе к вам. Если, еще раз, если надета вот таким образом протяжка, то мы вяжем за заднюю стенку. Если надета вот таким образом, то за переднюю. То есть в любом случае мы вяжем за правую стенку, да? Мы провязываем с вами изнаночную петлю. Далее мы провязываем снова лицевую и разворачиваем на обратную сторону. И ищем с вами следующую протяжку. Вот она. Аккуратно не пропустите, да, что если вы вдруг пропустите хотя бы одну протяжку, вам не хватит. То есть их определенное количество, то есть их 56, да. И если вы одну из них пропустите, вам на конце ряда просто не хватит протяжки. Итак, правой спицей мы поддеваем протяжку, надеваем на левую и провязываем изнаночной петлей. Далее провязываем лицевую. Снова поворачиваем вязание, находим следующую протяжку, поднимаем на левую спицу и провязываем изнаночной. Снова лицевая петля, разворачиваемся, находим следующую протяжку, поднимаем ее на левую спицу и провязываем изнаночной. Таким образом мы с вами провязываем весь ряд до конца. Всего мы должны с вами поднять 56 петель. У нас с вами уже начинает образовываться резиночка 1 на 1, да, и вот он наш
фабричный край. Далее мы с вами просто вот эту белую часть обрежем, и будет все очень красиво. Такой момент. Мы с вами начинали ряд с лицевой петли. То есть первая петля наша была лицевая. Закончить ряд мы должны с вами изнаночной. То есть мы с вами провяжем вот эту последнюю лицевую петлю и поднимем последнюю протяжку перед маркером. Тут хорошо, если вы подтянете ниточку, вы ее увидите. Вот она, видите? Вот предпоследняя, а вот она последняя. Она прям тянется к рабочей, к вот этому остаточку, да, к этой ниточке, которая у нас осталась. Вот она, последняя протяжка. Итак, вы провязываете до конца. Я думаю, ничего сложного тут нету. Поднимаем, надеваем на левую спицу, провязываем изнаночный, далее лицевую. Так чередуем лицевую и изнаночную, вяжем до конца. Встречаемся с вами, когда провязан весь ряд. Мы подняли с вами все 56 протяжек. На спицах у нас 112 петель, да, лицевая, изнаночная. У нас уже начала образовываться резинка 1 на 1. И после того, как мы подняли с вами эти 56 протяжек, мы с вами провязываем один ряд резинкой 1 на 1. Просто вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я вот его уже заканчиваю, да, этот ряд после поднятия протяжек. Мы просто вяжем с вами лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть обычная резинка 1 на 1. Как я вяжу эту резиночку? Лицевую петлю я провязываю за переднюю стенку правую, а изнаночную петлю я вяжу за заднюю стенку, то есть тоже за правую, она у меня сзади. Вот таким образом. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, у нас провязан еще один ряд, да, резинкой 1 на 1. То есть получается один ряд после ряда, в котором мы с вами подняли петли. Мы довязываем с вами до маркера. Перекидываем маркер, ну, провяжем еще одну, да, петельку, чтобы наш маркер не упал, можно там 2. И сейчас мы с вами отрезаем, удаляем вот эту вот белую контрастную ниточку ненужную. Мы просто берем ножнички и аккуратно, чтобы не задеть нашу основную, да, синюю ниточку, делаем так вот, не щадя ее, надрезы. Здесь очень важно, да, не задеть эту нашу основную нить, иначе все придется перевязывать. И постепенно вот таким образом вы вытаскиваете эту белую ниточку из нашего полотна, где нужно еще подрезаете, разрезаете. После того, как белая ниточка будет полностью удалена, мы с вами просто вяжем резинку 1 на 1 по кругу на нужную нам длину, высоту, да, изделия. Так что удаляем резиночку, вот эту, да, белую ниточку, оставляем просто нашу резиночку и далее вяжем резинкой 1 на 1 по кругу. Сколько нам нужно провязать? Я делаю отворот 6 сантиметров. 6-6,5. При таком отвороте, то есть если он вас устраивает, вы вяжете в высоту, ну, около 16 сантиметров с отворотом. Без отворота, ну, следовательно, там, да, 22-23 сантиметра. Если вы хотите отворот больше, то имейте в виду, да, что у меня общая длина шапки 22,5 сантиметра, из которых 6 сантиметров отворот.
Дальше вы можете регулировать, да, высоту отворота по своему желанию. От отворота, да, если вы делаете отворот больше, от отворота до начала закрытия петель, уменьшение петель на макушке у меня 10 сантиметров. Так, встречаемся с вами, когда у нас будет провязано полотно шапки, и начнем с вами вывязывать макушку.